Всем привет! Я нахожусь в Ашане, в Быдгоше. Немного неожиданно для меня даже. Я пытался уехать совсем в другое место. Приехал в Быдгош, дабы встретиться со своим другом, который тоже недавно уже с женой приехали сюда. Вот, если его догоню, то и он захочет дать интервью, то, конечно, я это сделаю. Вот як ты тут сейчас работаешь? Что ты делаешь? Правда. Фильтры собираю. На следу какие-нибудь собираешь? Сколько часов в день? 12. Сколько в час получается? Ну, 8 такой. Это уже на руки. Да. Ты ездишь на работу, да? Естественно. Сколько тратишь? 88 в месяц. 88 злотых в месяц. Сколько это времени занимает? Добираться сюда? Добираться. Ну, Далеко у вообще? меня 2 пересадки просто. Когда трамвай с автобусом. Ну, иногда приходится там. Это один 15-20 проездной дать. на все эти вот Да. виды, да? То есть один проездной на все на трамвай, на троллейбус. Трамвай, троллейбусов нету. Автобус. Еще не заметили. Трамвай и автобус один проездной. 88 злотых. Отлично. Дневной, да. Ночной 94, если ночь. Ночной у них с 10 вечера до 6 утра. Ну, я в это время не езжу, мне не надо. Еще дороже стоит на 6 злотых. Ты в это время не едешь? Или Ну, днем в работаешь? 10 я еду обратно, контролеров уже нету. Как бы, а так на 6 утра я там тоже особо нет. Мгм. Дневного, в принципе, вполне достаточно. Ну, проблем с добиранием нет. А за жилье что-то платишь? Смотря как у кого. У нас там 150 злотых получается коммуналка. Просто оплачиваешь коммуналку 150 злотых. На одного или он? На двоих получается 300. Или с женой. А у вас дети есть? Да, двое детей у меня. Двое детей. Возраст? 10 и 4. Мальчику 10, девочке 4. Вы потом планируете их тоже перевозить сюда? Да. Забрать их сюда. Если тут получится. Ну, если получится. Ну, вообще планируете на ПМЖ остаться здесь? Вообще да. Ну, узнавали такое возможно, да? В принципе, возможно, трудно, но кто ничего не делает, под ближайший камень, как говорится, вода не течет. Поэтому как-то так. Тоже свои сложности есть. Надо приглашение в садика для малого, надо со школы приглашение для ребенка. Или как минимум. Ну, это чтобы на первое время, а там уже... Не, ну, чтобы с Украины дали разрешение нужно выяснить, чтобы обязательно было учреждение это учебное. Действительно его приглашу, ну, то есть дает ему место, он будет учиться. То есть есть у них. И точно так же за садик. То есть есть место для ребенка и садик, да, она будет ходить в этот садик. Ну, а вы уже узнавали, что сколько стоит? Ну, например, еще по деньгам не узнавали. садик, это что? Пока еще не узнавали, там, друг один чуть раньше уехал, занимался, то говорил, что ну, надо именно такие документы для начала. Есть сложности, и много их надо. Мне еще не копали это сильно, потому что вначале надо карту побыту сделать, потому что без нее детей не заберешь. Даже если будет воеводская, ты не имеешь права забрать. Вот ты работаешь, Маша работает, отношение поляков к украинцам. Вот именно, ну, работодатели, понятно, они заинтересованы. А вот, извини. Скажу за наших, я твой вопрос понял. Вообще у нас начальник, ну, хороший человек, то есть он не любит, когда ему врут, он это сразу видит. Он поляк? Он поляк, да, сам, он дядька классный. Есть свои как бы там нюансы, да, но каких-то там от него там гадостей я никогда не видел, не слышал. И единственное, то, что слышал, что он не любит, когда там врут, вот это юлят, начинают его, хотят его обдурить, когда это, ну, это он ненавидит просто. Он ко всем, в принципе, это не то, что к нашим. А сами рабочие? Поляки сами нормальные рабочие, все от тебя зависит, какой ты. За 2 месяца успел поменять сколько работ? Раз, два,
3, ну это 4-я. Это уже 4-я. Ну, здесь уже ты, как ты сам думаешь, здесь ты задержишься, ну, останешься? Здесь это лучше, я в любом случае все ищет лучшего, поэтому будет лучший вариант и обдумываешь его, взвешиваешь, не поменять шило на мыло. Для тебя, лично для тебя, есть трудности с языком, с общением? Ну, так как я учил английский, конечно, есть, но я их слова воспринимаю сразу на английском, мышление идет, поэтому потом торможу и стоп, надо на их язык. Но В принципе, уже какие-то польские слова знаешь? да, конечно, знаю. Ну, говорить не буду на камеру. Это слова рабочего процесса. Не, рабочего я не повторяю. Там наши слова идут рабочего процесса. Много украинцев работает с вами? Разные смены, в смене, грубо говоря, всего человек 16. Из них наших человек 5, остальные все поляки. Ну, остальные это сколько? Ну, 11-12 человек поляков. То есть получается где-то Ну, 50 на 50. не 50, чуть меньше наших. То есть у нас процессы разные, поэтому на тяжелых, как бы там, где ответственность побольше поляки стоят, да. Ясно, Где спасибо. полиция? Вообще, в общем, впечатление от самой страны, от Польши. Ты уже немного, я так понял, поездил по стране, да? Ну, вот так почти вот, поездил. невооруженным взглядом, на первый взгляд. Что, может, запомнилось? Ну, нормальные люди, я не видел бомжей. Видел, но Ну, не так, их не так, как у нас, очень, да? это не такие, во-первых, как бомжи люди. И, ну, Ну, я их Их отмечаю очень как мало. инфантильных вообще. нету бездомных животных. Классные дороги по сравнению с нашими, хотя в Польше самые плохие дороги из Европы. Ничего себе. Галя балована, да, если это плохие Не, ну это дороги. так и есть. Польша как бы самая плохая по дорогам из всей Европы, всего Евросоюза. Хотя ни одной ямы я не видел. Люди попроще, вот это самое нормальное. Если ты нормальный, то тебя тоже сразу располагаются. Если ты начинаешь там мурчать и бычать, понятно, реакция такая же вообще будет. И то не такая. Ну, Был например, контакт? Да, да. Был у нас там, рассказывали, передо мной был один парень, там, то не нравится, то нет, это, ну, терпели, просто сказали, езжай домой. Мягко все равно, ну, быковал парень. То есть, в принципе, если ты хороший человек, то и к тебе хорошо. Если ты какашка, то извините, Ну, подвиньте. они за- потерпят немножко и мягко тебе скажут. Мягко, культурно. Тут нету такого, что там начнут Да, матом это- покрывать еще. Не, ну всякое бывает. Я много видел, да, там. Все от людей зависит. Есть и везде есть засранцы. Ну, вроде тут поменьше, на мой взгляд. Во всяком случае, я пока не встречал. А ты в такой еще... Ты работаешь в самом городе или где-то за городом? Ну, как бы это город считается еще. Ну, это черта города, да? Вот когда ты приехал, с какими трудностями столкнулся? Самое первое. Ну, наши добрые друзья, украинцы, обещали одно, оказалось совсем другое. Это самая первая трудность. И как ты решил ее? Начал сам искать. Переехал, уехал от них, приехал в Быдгощ. Одну работу искал, не получилось. Даже мир не без добрых людей. Миша, тебе привет с Тернополя. Парень наш устроил настройку тоже, ну, помог. Как бы ему спасибо большое за это. Как бы да, там ты неофициально, ну, деньги каждую неделю платили без всяких обманов. И было бы там официально все там вообще, ну, классно было. И поляки самоотношения классные вообще, и наши там украинцы работали как бы, они там от других фирм, я так понял, ну, говорю, ну, нормально было. А тут ты работаешь на сигаретных фильтрах, это цех, Да, отапливаем. цех, он не отапливается, но там от машин тепло, то есть там ты в футболке ходишь, в шортах, Ничего себе. еще жарко, Сушилки? и бегаешь, сейчас же полчаса воду хлопчешь. Ну, на стройке побольше платили, и начальник сам нормально, то есть никаких там даже намеков, чтобы что-то с тебя ободрать, что-то там меньше тебе заплатить, нет? Все четко, вплоть до даже там до этих грошей.
хотя такого не было, он всегда, ну, бумажку. Я даже уходил, вот, получалось, что надо было срочно переезжать, и на него крупные, одни деньги крупные были, там надо было что-то или 650 надо было злотых, или 630 он мне должен был. То он мне дал 700, говорит, разменяешь, потом принесешь. То есть, ну, все познается в сравнении, но по сравнению с Украиной это получше. Даже если работаешь там на плохой работе, ну как бы не то что плохое, а низкооплачиваемое, самое. Понятно, самая большая загвоздка тут жилье, оно дорогое. То есть найти нормальное жилье. В смысле съем или покупка уже? Ну, покупка само собой, даже снимать. То есть коммуналка у них дорогая, в принципе. Да. Особенно зимой, горячая вода, если центральная, то это дорого. То есть экономят все. У них стоят там, и даже вплоть до того, что в подъездах стоят лампочки с датчиками, ты ушел, он там через 30 секунд Так выключился. это классно. Это классно, это все, ну, продумано. всё для Ресурс экономии, лампочки да. не Да, и израбатывается. вообще экономия самой электроэнергии. На каждых там батареях своих терморегуляторы, опять же, сколько тебе надо. Ты накрутил, сколько он тебе даст. То есть поэтому счетчики стоят на горячую, на холодную воду. Да. Ну, вот это дорого. Еда, ну, я столько слышал, говорили дешевая. Ну, как бы сказать, если сравнивать на украинские цены переводить, то она не сильно таки дешевая. В принципе, дороговато. Но если сравнивать зарплату, то, что ты тут за день получаешь, там, или за свои 8 часов, и то, что ты за день в Украине получаешь. У меня было 220 гривен за день. Вообще классно. Для Кировограда, ну, 5,5 была зарплата. Для Кировограда, как бы, в общем мерках, мне говорили, это типа еще нормальная зарплата. Ну, ни на что не хватало.